счастье, счастье, счастье летит моим любимкам весам. Счастье посылаю, летит счастье, хватайте крепко. Ну, ваш месяц, ну, я и так посмотрела, и так посмотрела. Ну, ваш месяц такого личного характера, очень личного характера. Ну что, задействован первый и седьмой дом. Первый я, седьмой моя семья. Первый моя частная жизнь, седьмой моя личная жизнь. Ну вот такой месяц. Ну давайте по порядку, будем смотреть все по порядку. Просто чудесные аспекты. Будет что-то среди них выделяться, я вам скажу что. Но, конечно, такой основной в этом месяце – это очень личного характера месяц. Личный, тем более начинается астрологический год, так все по порядку. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Весы, что делаем? Правильно, молодцы, конечно же, какой счастливый лайк. Ну правильно, конечно. Счастье посылаю, счастье получаю. Спасибо. Давайте, мои хорошие, смотрим все с вами по порядку. Итак, все планеты находятся в прямом движении. То есть свободно происходят все события, никаких нет препятствий, никаких нет возвратов, споткнуться. Свободно идут все планеты. Это не так часто бывает, когда все планеты абсолютно идут в прямом движении. Плюс открывается астрологический год, то есть Солнце, когда находится в знаке зодиака Овен, а это первый знак в астрологии, первый. И когда здесь Солнце заходит, это называется открывается астрологический год. Плюс солнечное затмение. Ну а где происходит солнечное затмение? Открывает коридор затмений. Там, где у нас находится Солнце, то есть там, где астрологический Новый год в Овне, и там новолуние, которое солнечное затмение, открывая коридор затмений в вашем седьмом доме. Дальше что? Смотрим. Сразу, конечно, хотела начать с вашей управительницы Венеры, но начнем, конечно, с Солнца. Начнем с Солнца. Итак, Солнце находится в знаке зодиака Овен. Солнце яркое, теплое, обнимает, ласкает, ничего не обжигает, не учит, ничего. Оно просто как укутывает тебя. Защищает, оберегает. Плюс ко всему там же находится Юпитер. Итак, Солнце находится в знаке зодиака Овен для вас. Это для вас седьмой сектор. Сектор семьи, сектор брака. Очень личный сектор. Все весы, кто не в паре, у вас большая возможность. Это вот так у вас начинается астрологический год. То есть в течение этого времени большая возможность определиться со своим статусом, со своей семьей, со своим личным счастьем, со своим счастьем очень частного такого характера. Если вы в браке, если вы в паре, у вас в гармонии очень много выстраивается. Какой-то определенный этап вы уже прошли, какой-то определенный этап вы уже перешли, вы переросли какой-то этап. У вас начинается другой этап, где можете применять опыт свой, опыт и выводы, которые вы свои пронесли. Чудесное 11 числа вот такое солнце для вас седьмого сектора, такое солнце, где у него поддержка от Юпитера, где он открывает астрологический свой год. Вот это солнце делает соединение с Юпитером. Соединение с Юпитером – это планеты обнимаются, планеты друг друга поддерживают, друг другу подставляют плечо поддержки, протягивают руку, говорят друг другу приятные слова. Юпитер передает Солнцу, Солнце передает Юпитеру. Они настолько хорошо взаимодействуют, и это все у вас происходит в секторе семьи, брака, дома, личных отношений, очень частном, очень личном. Гармония.
Очень сильный аспект. Солнце на вас работает просто невероятно каким образом. Делает этот красивый аспект, очень красивый секстиль делает с Сатурном, а Сатурн это статус, это опыт, это есть на кого равняться, это качество, отношения, которые создаются, они качественные и надолго. Встречайте человека, человек трудолюбивый, ответственный, самостоятельный, серьезный, на него можно положиться. В вас эти тоже качества проходят. Вот эти качества как-то через опыт определенный вы принесете себе эти качества. Если, например, у вас уже есть отношения, то эти отношения переросли то, что было. Они качество принимают другое, такого очень хорошего, сильного, стабильного качества. Сделает 20 числа это Солнце, оно такое очень сильное, оно сделает квадратуру, такой немножко дисгармонию сделает с Плутоном. Плутон только еще уже только зашел в знак зодиака Водолей. И там он еще не понимает, как ему точно себя вести, но точно ведет себя хорошо. Выстраивая вот эту квадратуру с Солнцем, ну просто Плутон о себе напоминает, Ну, не расслабляйся так сильно. Все равно выполняй правила. Если тебе нужно было всегда там вовремя приходить, вставать в какое-то, ты не расслабляйся, ты это все равно четко по инерции ты делай. На работу четко. Если ты занимаешься учебой, не откладывай ничего. Если тебе курс лечения, проходи этот курс лечения. Если ты взял курс на диету, делай эту диету. То есть то, что ты затеял, то, что ты делал, потому что настолько ты сразу вот в начале месяца как-то вот ты расслабляешься, вот тебя этим самым квадратурой, ничего здесь нет плохого в этой квадратуре. Она тебя собирает, она тебя направляет, она тебя как будто даже стимул какой-то дает. Вот так вот, несмотря на то, что это квадратура, то есть как будто бы конфликт, но он вот именно тебя собирает в кучу, собирает тебя с твоими мыслями только действовать по накатанной, не отходи ниоткуда, то есть не ломай вот эту идиллию. Дальше, конечно, переходим сразу же на вашу управительницу. Это Венера. Ваша управительница в очень хороших, надежных руках. Она находится с 11 числа в знаке зодиака Близнецы. А до этого находится в Тельцах. Тоже прекрасно у себя дома, роскошно, великолепно. Так же, как будто бы и у вас. И следом переходит в знак зодиака Близнецы. Венера красива, Венера сексуальна, Венера обладает шармом, обладает такое редкое сочетание, вот когда транзит делает Венера по Близнецам, это есть шарм, есть красота и есть интеллект, есть ум. Ум умный и красивый, это настолько сочетание бывает редкое. Вот здесь такое происходит совмещение. Венера делает секстиль к Нептуну, Венера делает трин к Плутону в этом месяце. Это говорит о том, что романтики очень много. Легкость, воздушность. Ну, ты как будто бы расцветаешь. Вот такой вот начало, исток. Вот ты что-то начинает что-то такое, развитие у тебя происходит. Увлекаешься чем-то, занимаешься чем-то. Оно тебя погружает, это все. Тебе интерес большой проявляется к иностранным каким-то культурам, иностранным языкам, к чему-то новому, что-то хочется развиваться, где-то посмотреть, учиться, познавать другие люди, другие культуры, другие какие-то группы людей, где тебе хочется влиться, и с ними как будто бы ты начинаешь, вот растешь. Прям вот именно ростки такие появляются. Вот так себя Венера, ваша управительница, прекрасно. Дальше смотрим. Конечно, какая Венера без Марса и где находится Марс. Марс будет находиться в знаке зодиака Рак, и он там такой Марс, энергия. Марс это всегда энергия, и там энергия, которая сдержанная, успокоенная, в эконом-режиме, то, что вам надо. Вам вот эту ненужную беготню, суетню ни для чего не надо. Очень размеренная здесь энергия. И красивый делает секстиль с Ураном. Уран находится в знаке зодиака в знаке зодиака Телец. И вот такой секстиль умеренного
даже можно сказать, осознанного, взрослого такого Марса, этот секстиль очень гармоничный аспект с Ураном. Вдруг, случайно, неожиданно, ну куда-то поехали на курорт, ну куда-то поехали, пошли на выставку, ну куда-то пошли где-то в ресторанчике посидеть, где есть эстетика, где есть удовольствие, где есть наслаждение. Это вдруг случайно получается, как-то очень неожиданно. Вы оказываетесь в приятном, хорошем, красивом месте. В этом месте вы можете получить, ну да, предложение, какое-то такое предложение. Вы сами можете кому-то сделать очень хорошее предложение. Да, вы можете решить соединиться, быть вместе, вы можете съехаться, вы можете переехать друг к другу, вы можете где-то в третьей стране встретиться. То есть настолько красивый этот аспект, неожиданный, и он весь в гармонии. Дальше смотрим. Конечно же, посмотрим с вами. Кстати, Марс будет находиться для вас, это 10-й сектор, сектор карьеры, успеха, удачи, партнерства. Это все вот в 10-м секторе статуса. Неожиданно можете получить предложение о работе. Неожиданно можете получить предложение о повышении зарплаты, командировку какую-то. Дальше, конечно же, смотрим, обязательно смотрим Меркурий. Меркурий. Да, Меркурий. Но до Меркурия полнолуние. 6 числа будет полнолуние в вашем знаке. Ну вот период заканчивается один период. И это у вас в 1-м секторе. Что-то вот заканчивается. И заканчивается, завершается. Либо переходит совсем на другой уровень. Что-то закрывается, какая-то одна дверь, и вы ее проработали, вы оттуда выводы сделали, вы вынесли какой-то очень нужный для себя позитивный материал для того, чтобы идти в следующее. Это такое роскошное полнолуние, внутри гармония, внутри успокоение. Что-то, вы понимаете, этап завершился. Вот что-то завершилось у меня, и начинается следующее. Начинается следующий этап. И у вас он завершается в том, что Солнце, само Солнце находится у вас в 7-м доме. В 1-й дом закрывается, открывается 7-й дом. Да, 7-й дом открывается, потому что новолуние в знаке зодиака Овен открывает астрологический год. Солнечное затмение открывает коридор затмений в вашем 7-м секторе. Ну, весы, что тут скажешь? Да, вас ждут очень хорошие, приятные личного характера перемены. Либо это перемены определяетесь со своей личной жизнью. Если у вас здесь все определено, у вас новый этап в ваших личных отношениях. Вы их переросли. Причем это у вас происходит не то, что вы переросли своего там супруга или супруги, и вам уже не интересно. Нет, вы вместе какой-то этап прошли, вы вместе какой-то опыт получили, вы вместе какие-то трения прошли. Вы идете на другой этап. У вас прям, знаете, как будто по-новому рождается ваша семья. Вот она зарождается. Планы строите. Вы можете... Это, кстати, новолуние, которое будет 20 числа. Вы его можете прям датой себе какой-то отмечать. Вот это вот дата вашего какого-то нового личного, семейного, личного характера, новая такая энергия жизни вливается. Вы прям можете прям эту дату себе как-то зафиксировать, как-то даже ее себе отпраздновать. Настраивается личная жизнь, настраиваются личные такие вибрации внутри. Вы можете стать мамой, у вас меняется статус, вы можете стать бабушкой, дедушкой, вы можете папой стать, пополнение у вас может быть. Вот так вот красиво, очень красиво работает для вас и ваше полнолуние, и новолуние, которое будет у вас в 7-м секторе, но в знаке зодиака Овен. Дальше смотрим Меркурий. Меркурий будет находиться с 3 апреля в знаке зодиака Телец, там, где управитель ваша Венера. Опять в десятку. Ну, опять получается ваша тема, понимаете? Там будет находиться Меркурий, делает очень красивый секстиль с Сатурном, очень красивый секстиль с Марсом. И что еще? Дважды с Марсом делает красивый секстиль. Меркурий дважды сделает.
Один раз делает 8 апреля, а потом делает 24 апреля. И все это секстиль с Меркурием. Меркурий – это наши мысли, это ход нашей энергии жизни. Мысль – это всегда энергия жизни. Как ты мыслишь, так ты и живешь. И когда Меркурий делает секстиль с Марсом, а Марс – это энергия. Марс – это движение. Вот твоя мысль в таком очень гармоничном аспекте, твоя мысль, твоя энергия жизни возрождается. Прям вот как будто к тебе впускается эта энергия, ты чувствуешь, тебе такой вкус жизни появляется, интерес к жизни, радость к жизни, позитив к жизни. Причем энергия такая будет: на курсы пошел, тебе нравится. Если у тебя какое-то заболевание есть, ты чувствуешь, что ты начинаешь поправляться, ты чувствуешь, что ты нашел тот метод, который тебе надо, ты нашел того доктора, вот, которого тебе надо. Если у тебя есть какие-то страхи, какие-то неуверенности, какое-то, может быть, уныние, как будто бы оно испаряется, как будто бы оно тебе уходит. Появляется вот этот стержень, за который мы всегда держимся, как сила духа, сила воли, настроение. Да, и несмотря ни на что, вот это несмотря ни на что, а вот как-то вот так вот энергия вот такая сильная появляется у весов. Что еще сделает здесь у нас? Ну, Лилитка будет. Ну, Лилит. Я ее Лилитка зову, но иногда называю ее куколка. Потому что такая проказница. Не очень, ну да, немножко цепляются весы, но у вас такой сильный такой месяц сильный, настолько позитивный, что я вот не хочу вносить вот эту Лилит сюда в наше вот это видео. Она будет немножко... Лилит – это фиктивная точка. Их две фиктивные точки есть в натальной карте. Она есть у каждого. Казалось бы, ну фиктивная точка, зачем на нее обращать внимание? Да, можно на нее не обращать внимания, но она есть. Мы ее не можем игнорировать. Она есть, эта фиктивная точка, Лилит. А есть белая луна, есть черная луна, вот Лилит. Она активна, она проказничает. Но еще раз говорю, я не хочу в это видео вносить ее, вот этот вот дисбаланс, который она будет делать, это Лилит. Вы наслаждайтесь тем, что у вас будет происходить в вашей жизни. Если где-то какой-то сбой, а весы ищут гармонию, вы не ищете, вот где бы зацепиться и скандалить, конфликтовать, а если что-то хорошее, разрушить, а потом помириться. Вы настолько сами ищете эту гармонию, вы настолько уходите от этих углов, вы не хотите на них напираться, на то, что хочет сделать Лилит, что лишний раз уделять ей внимание, это дороже будет самим весам. Поэтому вот эти два аспекта и с вашей Венерой она сделает, и сделает с Меркурием, мы их с вами полностью проигнорируем, и это отнесем за не как слабость, которую нам хочет сделать Лилит, а мы ее превратим. Вот этот вот такой вот в здоровом отношении игнор тем событиям, которые сплетни, конфликты, скандалы, а кто-то хоть позвонил, хочет с тобой поругаться, а кто-то хочет тебе сказать, а ты знаешь, не идет, не покупай эту кофточку, она тебе не красивая, а я видела там кого-то, а я слышала у тебя, ты что, болеешь, я слышала. Все это вообще не подпускайте, потому что у вас настолько сильная личная, частная жизнь, которую вообще никого никогда пускать нельзя. И, кстати, весы нормально. Весы не то, что душа нараспашку, заходите, мне там делайте, я вам все расскажу, что у меня и как у меня, что вам не нравится даже это или там. Нет, вы мягкие, вы приятные, вы не конфликтные, но не допускаете туда, куда не надо. Весы очень хорошо с этим справляются. Кстати, делают очень мягко, очень неконфликтно, но тем не менее не пускаете и не пускайте. И мы ее не пустим, эту Лилит, в это видео. Ну вот такой у вас месяц. Ну что, мои хорошие, слышу, такой чудесный. Да, месяц чудесный, такие чудесные слова. Вижу Розану.
Правильно, конечно, ставлю счастливейший лайк. Обнимаю вас.